Валечка, ну пойдем со мной, пожалуйста. Да ну, Свет, ну чего я пойду? Это твоя будущая свекровь. Света почти плакала. Валя, я ее боюсь. Подруга вытаращила глаза. Кого боишься? Свою свекровь? Ну, в смысле будущую. Да. На Свету было больно смотреть. А Дима знает? Она отрицательно закрутила головой. Нет, ты что? Она, ну, как бы тебе сказать, она никогда не улыбается, понимаешь? Совсем никогда. А еще она всегда идеальна. Я никогда не видела, чтобы у нее платье где-то помято было, и хоть один волосок из прически торчал. Валя хмыкнула. И что, это повод бояться? Валя, ты не понимаешь, у нее такой взгляд, как у удава. Валя с интересом посмотрела на подругу. Светка всегда была настоящей зажигалкой. Их компания частенько попадала в разные передряги, и чаще всего заводилой была именно Света. Они-то и с Димой познакомились тогда, когда за ними приехал наряд полиции. Светка никогда ничего и никого не боялась, от слова совсем. Видеть ее такую было необычно. «Ну, слушай, я пойду, но только для того, чтобы посмотреть на ту, которая навевает на тебя такой страх». Пока они шли, Света проводила инструктаж. «Валечка, ты только молчи, я прошу тебя. Ну, отвечай, если она что-то спросит, хотя она ничего спрашивать не будет, слышишь?» «Свет, да перестань ты. Ты меня пугаешь своим психическим состоянием. Ты с ума сошла? Если ты так боишься человека, то просто не ходи». Света округлила глаза. «Ты что? Я не могу. Евдокия Степановна подвернула ногу. Дима на работе, на сутках, а ей даже в аптеку не спуститься». «Тогда перестань колотиться. Все-таки ты выходишь замуж за ее сына, и если ты сразу не поставишь ее на место, то она тебя сожрет». Света улыбнулась улыбкой человека, идущего на смерть, и нажала кнопку звонка. Ничего не последовало. «Ой, у нее же нога!» Света полезла в свою сумочку и извлекла ключи. Валя покачала головой. «Свет, ну соберись-то уже! Выглядишь, мягко говоря, как нервно больная». Света повернула ключ, и они оказались в большой прихожей. Валя застыла. Перед ними стояла она. Валя готова была поклясться, что на нее пахнуло неземным холодом. Света пролепетала. «Простите, Евдокия Степановна, как-то из головы вылетело, что ключи есть». «Не удивлена». Валя с изумлением рассматривала будущую свекровь Светы. Света нисколько не преувеличивала. Перед ней стояла, ну, восковая фигура будет слишком мягко, а вот снежная королева в самый раз. Идеальная рубашка. В смысле, она выглядела, как будто ее только что сшили. Потом профи завязал бант, который тоже был идеален. Совершенно идеальная белая длинная юбка. Она была без единой складочки и совершенно неподвижна, как будто сделана из металла. Света как будто сжалась от ее слов. «Это Валя, моя подружка». Евдокия Степановна окинула Валентину с ног до головы ледяным взглядом и, ни слова не сказав, скрылась в комнате, прихрамывая на одну ногу. Валя шумно выдохнула. Она только сейчас поняла, что все это время стояла, затаив дыхание. «Ничего себе!» – прошептала она. Света быстро повернулась к ней и прижала палец к губам. Взгляд ее был настолько испуганным, что Вале захотелось стукнуть подругу, хотя она тут же передумала. Нужно скорее покинуть эту квартиру. Светочка наконец вернулась со списком и карточкой. «Пошли». Они почти бегом спустились по лестнице. «Да уж, Свет, а ты уверена, что тебе хочется в эту семью?» Света обернулась и улыбнулась. «Ну, моей семьей будет Дима, а мама – это просто нужно принять как неизбежность». Когда они пришли, Евдокия Степановна была на кухне. Она накрывала стол к чаю. Валя, как заметила, что стол накрыт на троих, даже вздрогнула. Чтобы отказаться от чая, даже мысли ни у кого не было. «Света, как прошла сессия?» «Спасибо, Евдокия Степановна, все хорошо».
Женщина одарила холодным взглядом Валю. «Ну, а вы чем занимаетесь?» Валя поспешила отчитаться. «Я учусь, вместе со Светой». «Удачно?» Валя густо покраснела. «Ну, не всегда». Евдокия Степановна постучала пальцами по столу. Никогда не понимала людей, которые идут учиться для того, чтобы не учиться. Зачем тратить время? Вале было обидно. Ну, бывает, проскакивают у нее тройки. Но ведь у всех так. Евдокия Степановна как будто прочла ее мысли. Хотя желание быть как все у многих в крови. Валя честно думала, что провалится от стыда, и тут же дала себе слово, что исправит все плохие оценки. Когда они покинули дом Евдокии Степановны, Валя спросила подругу. «Слушай, а кем она работала?» «Я точно не знаю. Знаю, что каким-то врачом». «Странно. Ты не знаешь, каким врачом была твоя свекровь?» «Нет. У нее там что-то случилось, и ей пришлось оставить врачебную практику. Сейчас-то она на пенсии, но вышла на нее совсем недавно, а до пенсии в каком-то управлении сидела. Что-то с коммунальными службами связано. Димка как-то не любит об этом говорить». Валя покачала головой. «Ну, хорошо, хоть свадьбы как таковой не будет. С ума сойти, столько времени выдержать такое рядом». Света вздохнула. «Валь, ты же не откажешься быть моей свидетельницей. Понимаешь, Евдокия Степановна сказала, что свадьба на то и свадьба, чтобы ее отмечать, как полагается». Тут уж Валя остановилась. «Ты серьезно?» «Да, уже и ресторан заказан, и все, что полагается». Свадьба была такой, какой Валя никогда не видела. Ну, если не учитывать то, что наряды невесте и свидетельницы выбирала сама Евдокия Степановна, то все прошло более-менее гладко. Кстати, платье, которое будущая свекровь выбрала Свете, девушкам страшно не понравилось, но даже писнуть никто из них не посмел. А вот на свадьбе, когда Света была с прической, оно не только обалденно выглядело, но и очень облегчало жизнь невесте в душном зале. Евдокия Степановна осталась всем довольна. Об этом можно было судить по ее мимолетной улыбке в конце праздника. А Валя, честно говоря, перевела дух, надеясь больше никогда в жизни не встречаться с этой женщиной. Прошло 3 года. Валя вышла замуж, у нее родился сын. На тот момент сыну Светы и Димы было уже 2 годика. И вот в одну из ночей 3-месячному малышу стало плохо. Поднялась температура, и Валя просто не понимала, как быть. Позвонила в скорую. Ей продиктовали, что дать. Сказали, что температура 38, у ребенка нормальное явление. И вообще, все скорые на выезде, ждать нужно долго, поэтому можете добраться и сами до больницы. Валя стала собирать вещи. На улице метель, муж в ночь, поедет на такси. Пока собиралась, позвонила Свете. Та внимательно выслушала ее, потом сказала: «Подожди минутку». Какое-то шипение в трубке, потом Света снова появилась. «Никуда не уезжай, сейчас мы будем». Валя благодарно расплакалась. Ей было так страшно. Вдруг она что-то не так делает. А Света все уже знает. Сейчас они с Димкой приедут и спасут ее. В дверь позвонили буквально через 10 минут. Валя бросилась открывать. Она немного опешила, когда на пороге увидела Евдокию Степановну. «Где можно помыть руки?» «Евдокия Степановна?» «Дима на службе, а Света с ребенком». Евдокия Степановна обращалась с сыном Вали так, как будто он был ее родным ребеночком. Она разговаривала с ним, достала из сумки стетоскоп, послушала, померила температуру, потом приказным тоном сказала принести аптечку, чтобы посмотреть, что у Вали есть. Через 5 минут улыбнулась. Видеть улыбку на лице этой женщины было совершенно непривычно. «Валентина, у вас необычный мальчик. Видите, это пытается прорваться зубик отсюда, и все ваши несчастья. Судя по десне, он вот-вот появится». Валя, которая почти не спала в последние 2 суток, глупо улыбалась. «А что же мне делать?» И тут Евдокия Степановна убила ее окончательно.
Ничего. Гель, конечно, поможет, но совсем ненадолго. Ложись, тебя качает. Я пару часиков побуду с твоим сыном. Все Вале противилось этому. Во-первых, оставлять ребенка с этой Мегерой не хотелось. Во-вторых, было как-то неудобно, потому что Валя молодая и здоровая будет спать, а пожилая женщина нянчит ее ребенка. Но тело уже проваливалось куда-то, глаза закрывались. Валя проснулась от тишины. Она вскочила, посмотрела на часы. Проспала почти 3 часа. Господи, где ее ребенок? Она кинулась на кухню и сразу увидела Евдокию Степановну. У нее на руках спал ее сынок. Женщина обернулась, окинула Валю холодным взглядом. Молодая женщина сразу почувствовала себя ущербной. Волосы растрепаны, спортивки растянуты, футболка вообще мужа. Валя вспомнила прозвище, которое дала Евдокии Степановне – «Снежная королева». Ребенок перекочевал на руки матери, но даже не проснулся. Валя пошла в прихожую проводить Евдокию Степановну. Та, перед тем, как закрыть за собой дверь, еще раз окинула Валентину взглядом и произнесла: «Ребенок – не повод выглядеть отвратительно». И просто закрыла за собой дверь. Валя долго тупо смотрела на дверь, потом развернулась и пошла в комнату. За 3 часа, что оставались до приезда мужа, она собрала целый пакет вещей, которые точно больше никогда не будет носить, отнесет на помойку, может пригодятся кому. Прошло еще 4 года. Мишка, сын Светы и Димы, шел в 1 класс. Такое событие, конечно же, решили отметить все вместе. Да, была Евдокия Степановна, от присутствия которой кровь стыла в жилах. Сходили на линейку, пришли домой, открыли большой торт, который был куплен как раз к этому событию. Евдокия Степановна не проронила ни слова, пока пили чай. Потом, уже уходя с кухни, обронила: «Долго не сидите, ребенку в школу». Было очень обидно. Во-первых, потому что никто долго сидеть не собирался. Во-вторых, этих во-вторых и в-третьих целая куча. Валя не выдержала. «Свет, почему вы с ней живете? Ты посмотри на себя, ты как тень, а все из-за нее, вампирши». Дима улыбнулся. «Мама не хочет, чтобы мы съезжали. Валя, ты слишком категорична к ней». Света только голову опустила. Ну еще бы, буквально пару месяцев назад она рассказывала, что свекровь за полчаса до прихода Димы просто взяла и вывернула в унитаз то, что она приготовила. Да, это были макароны с размороженными и пожаренными котлетами. Света пришла с работы и хотела побыстрее закончить домашние дела. «Что вы делаете, Евдокия Степановна? Это же ужин!» «Это не ужин, а человек, который это готовит, не может называться женщиной. Ну что стоишь, как уша? У тебя час, пока вернется твой муж и твой сын». И Света, глотая слезы, чистила картофель, делала пюрешку, жарила отбивные и нарезала салат. И снова об этом она рассказала только Вале, оправдывая свою свекровь. А Валя задохнулась от возмущения. «Да чего ты не послала ее куда подальше?» «Но она ведь права, в какой-то степени». «Кто? Она? Да какое ей дело до того, как ты готовишь и что? Пусть сама готовит, если ей не нравится». Тот день Валя запомнила навсегда. Они приехали домой. Валя еще долго возмущалась. Ее муж Андрей не выдержал. «Слушай, хорошо все-таки, что мои родители живут далеко. Я представляю, как бы ты строила мою маму». Видя, что Валя вот-вот взорвется, он поспешно добавил: «Но то, что Евдокия Степановна настоящий монстр, я с тобой согласен». Звонок раздался под утро. «Валь, Свету увезли на скорой». «Что? Что случилось?» Голос Димы был потерянный. «Я не знаю. Ей стало плохо. Потом вырвало, а потом она вообще упала». «Ты с ней?» Валя уже одевалась. «Нет, с ней мама поехала». «Господи, Димка, ну а почему не ты?» Она не стала больше ничего слушать, отключилась и вызвала такси. Евдокия Степановна стояла у поста медсестры. На девочку смотреть было больно. «Милочка,
Если вы не умеете работать, я могу вас научить. Я человеческим языком попросила вас узнать, как состояние Светланы Захарченко. Я не могу вам ничего сказать, пока не готовы анализы. Я уверена, что доктору есть что сказать и без анализов. Мне самой пойти его поискать. Евдокия Степановна повернулась, увидела Валю. Здравствуйте, Евдокия Степановна. Что за необходимость переться ночью через весь город? У вас дома ребенок? Или свободы захотелось? Валя задохнулась то ли от злости, то ли от обиды. Евдокия Степановна, проходя мимо нее, сказала: «Дышите, а то в обморок упадете». Через 3 дня Валя узнала, что у Светы какое-то мудреное заболевание, которое вылечивается в одном случае из 1000. Это был удар. Они сидели на кухне и смотрели на Диму. Муж Светы как будто ниже ростом стал. Он был раздавлен. «Что же я делать буду с Мишкой? Как жить?» Валя не знала, что ему ответить. Она думала о том, что через 2 недели Свету выпишут. Она с большим трудом ходит, очень скоро прибавятся боли, и тогда эту семью ждет настоящий ад. Мишка все это будет видеть. «Дима, я буду часто приходить, помогать тебе. Ты только не сдавайся. Нужно искать, нужно надеяться на лучшее». Но взгляд Димы говорил о том, что в его голове не осталось ни одной мысли. Когда Светочку привезли домой, она долго сидела, обняв Мишу. Димка старался улыбаться, но улыбка получалась какой-то кривой. Света грустно смотрела перед собой. Вечером, когда все улеглись, к ней в комнату пришла Евдокия Степановна. Она плотно закрыла за собой дверь и села напротив Светы. «Во-первых, я хочу услышать, что хочешь ты. Бороться или, как твой муж, ручки опустить и плакать?» Света изумленно посмотрела на свекровь. Они проговорили почти 2 часа, а утром Евдокия Степановна сказала Диме: «Сегодня после работы едешь на дачу. Все там проверишь, все приготовишь. Мы со Светой уезжаем туда». «Мама, зачем? Там же нет никаких удобств. Что вы там будете делать?» «Дима, ты же понимаешь, что Мише не нужно все это видеть». И Дима сник. Он постоянно забывал о том, что со Светой все так плохо. Через 2 дня Света и Евдокия Степановна уехали. «Светочка, я буду приезжать и Мишу привозить». Дима держал ее руки в своих. Света плакала. Евдокия Степановна как отрубила. «Нечего делать. Ни самому, ни ребенку. Лекарства и продукты привози. Я буду выходить, забирать». «Но...» «Дима!» Света сжалась. Дима только вздохнул. Валя о том, что снежная королева увезла ее подругу умирать, узнала только через 2 дня. Она стояла на пороге квартиры и удивленно моргала, глядя на Димку. «Ты почему разрешил? Ты муж или где? Что там Света делать будет? Ты подумал?» Дима только рукой махнул. Валя сразу же на такси ринулась в дачный поселок. На ее стук вышла Евдокия Степановна. «Что грохочешь? Потише не можешь?» «И вам тоже здравствуйте, Евдокия Степановна. Подругу навестить приехала. Можно? Я понимаю, что вы ее сюда умирать привезли, но хоть поговорить». Валя выпалила все и сама испугалась. Нельзя так, наверное, было. Некрасиво как-то. Женщина внимательно смотрела на нее. «Уезжай, Валентина, а подругу лучше запомнить такой, какой она была». Она развернулась и просто закрыла за собой дверь. Валя выкрикнула: «Я на вас полицию натравлю, слышите? Не имеете права удерживать больного человека. Захотели сына от больной жены поскорее освободить». Потом Валя села на скамейку у дома и заплакала. Светку было настолько жаль, что не передать словами. И все-таки думать нужно было о Мишке. Свекровь, видимо, поэтому и увезла Свету. Валя исправно возила сумки в дачный поселок. Тихонечко стучала, передавала Евдокии Степановне сумку. Спрашивала, можно ли к Свете. Получив отказ, уезжала. Она пару раз видела Димку с какой-то молодой женщиной в машине. Нужно было бы подойти, отругать его.
4 месяца, как Света болеет, а он уже шашни крутит. И ведь жива еще жена. Как не стыдно. Однажды они столкнулись нос к носу на парковке. Валя демонстративно уставилась на его спутницу, отчего та смутилась. Дима подтолкнул ее к машине. «Иди, я сейчас». Вернулся к Вале, закурил. «Осуждаешь меня? А ты что думал, я радоваться за тебя буду? Понимаешь, меня так подкосила болезнь Светы, а Лена, она смогла найти слова утешения, вытащила меня из депрессии. Бедненький, так жалко тебя. И это же не Света там лежит при смерти, а ты умираешь». Валя развернулась и пошла прочь, а Дима долго смотрел ей вслед. Евдокия Степановна позвонила Вале ровно через полгода после того, как они уехали. «Не могу дозвониться до Димы. Ты должна найти его и приехать сюда, к нам. Если он со своей дурой, то ее не брать». Валя ошарашенно спросила: «А кого брать?» «А хоть всех. И Мишу привезите». У Валентины все оборвалось. По щекам покатились слезы. «Евдокия Степановна». Но пожилая женщина не собиралась продолжать разговор. Она просто отключилась. Валя плакала и собиралась, одновременно набирая номер Димы. «Алло, где ты шляешься? До тебя никто не может дозвониться». «Валя, ты плачешь? Что случилось?» Евдокия Степановна сказала срочно всем приехать и Мишу взять. На том конце трубки повисла пауза. «Света...» «Не знаю я ничего. Понимаешь, не знаю». Валя сорвалась на крик. «Мы заедем за тобой». Валя отшвырнула телефон, села на диван и зарыдала. Машина плавно покачивалась. Никто за дорогу не проронил ни слова. Наконец Дима остановил машину. Выходить никто не торопился. Миша с заднего сиденья спросил: «Папа, а почему мы не идем? Бабушка нас снова не пустит к маме?» «Пойдем, сынок». В какой-то момент Вале даже стало жалко Димку, а он вдруг повернулся к ней. «Я расстался с Леной. Неправильно это все. Да и люблю я Свету. Просто страх какой-то накатил». Валя сжала его руку, и они пошли за Мишей. На улице в свои права вступала весна. Валя сказала грустно: «Как несправедливо уходить, когда все возрождается». Миша толкнул калитку и замер. Потом звонко закричал: «Мама! Мамочка!» Он бросился вперед, а Валя и Дима с изумлением наблюдали, как из плетеного кресла навстречу ему поднимается Света. Да, совсем худенькая, да, не такая, как была раньше, но живая, и даже небольшой румянец на щеках. Евдокия Степановна по своему обыкновению даже не улыбнулась. Правда, отвела Диму в сторону и сказала ему несколько слов. Валя видела, как Дима вжал голову в плечи и даже позлорадствовала. Так ему и надо. Немного посидев с ними за чаем, Евдокия Степановна встала. «Пойду, отдохну немного». Света тоже встала. «Мама, я провожу вас». Валя подавилась. Как она назвала эту Мегеру? «Мама». «Отдыхай, Света. Меня проводит Дима. Тем более, что мы не договорили». Дима каким-то затравленным взглядом посмотрел на Валю, потом осторожно отпустил руки Светы. Они ушли, а Валя повернулась к Свете. «Свет, может быть, хоть ты что-то объяснишь? Как?» Света легко улыбнулась. «Евдокия Степановна, она вытащила меня. Понимаешь, мне настолько плохо было, много раз. Я думала, что все. Я рыдала, я хотела умереть. Она заставляла меня принимать лекарства. Она заставляла меня есть. Я ненавидела ее, о чем, конечно, ей говорила. А потом мне стало так плохо, что плакать я уже не могла. Ты не представляешь, как это страшно понимать, что ты вот-вот умрешь». Тогда она села ко мне на кровать, положила мою голову к себе на колени и стала мне петь. Она пела колыбельные детские песни и баюкала меня. Меня, как маленького ребенка, кутала в плед, заставляла пить лекарства и снова пела мне колыбельные. А через неделю я почувствовала, что мне становится легче от ее песен. Я не знаю, что меня сильнее действовало, лекарство
или эти песни? Валя слушала, по щекам текли слезы. Почему-то вдруг вспомнилось, как ей было страшно, когда у нее заболел маленький сын, как она выбрасывала свои вещи, и муж, который стал видеть ее только красивой, признался, что чуть было не завел любовницу. Евдокия Степановна двумя уничтожительными словами в ее адрес спасла ее семью, а приехав ночью в метель, ее от сумасшествия, а сына от боли. Через 2 года в доме Захарченко был праздник. Евдокия Степановна сидела в своем кресле во главе стола, принимала поздравления. Сегодня Снежной королеве исполнялось 75. Правда, никто уже не думал о ней так. Валя иногда, в шутку, называла ее Нежной королевой. Как выяснилось потом, спустя какое-то время, когда Света и Валя сидели на кухне в новом доме, все трудные решения, все спорные ситуации всегда решались с помощью Евдокии Степановны. Правда, они почему-то этого не замечали. Всегда воспринимали в штыки все, что говорила свекровь Светы, но в итоге поступали именно так, почему-то искренне веря, что решили так сами. «Мама, ты для нас...» Евдокия Степановна сморщилась. «Вот еще, развели тут телячьи нежности». Света улыбнулась. «И все равно, мы очень любим тебя». На Евдокию Степановну налетел Миша. Они обняли ее и закричали: «Бабуля, с днем рождения!» Евдокия Степановна недовольно отвернулась, но Валя видела, что сделала она это только для того, чтобы вытереть слезы. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.